Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, венгерская нефтегазовая компания МОЛ готова взять на себя риски по доставке нефти от российско-украинской границы, заявил глава администрации Орбана. И спустя месяц после запрета на транзит нефти Украиной ее объем увеличился в 2 раза. Борис Леонидович, а что тут такое странное происходит с этим запретом? Ну, ничего странного не происходит. Давайте по порядку. Запрет был не на поставку российской нефти, а на поставку российской компании «Лукойл». Компания «Лукойл» вроде бы как попала в какие-то рестрикционные списки, то ли Евросоюза, то ли Украины. Я уже перестал понимать, списков слишком много, чтобы все это запомнить. Количество юридических лиц, попавших под европейские санкции, американские санкции, давно уже исчисляется сотнями. Действительно, это вызвало напряжение в Венгрии и в Словакии. Ну, а если конкретнее, конечно, в компании МОЛ, единственный завод нефтеперерабатывающий в Словакии принадлежит венгерской компании, и два своих завода в Венгрии у себя. Эмбарго, которое было введено на поставки российской нефти 5 февраля 2022 года, 5 декабря, простите, 2022 года, получила исключение. Ну, собственно говоря, Венгрия и подписывала свое согласие на это эмбарго, только добившись исключения для себя. У Венгрии нет морских портов, оба завода работают непосредственно на южной ветке магистрального нефтепровода «Дружба». Они строились одновременно, они планировались одновременно, и все технологии рассчитаны на переработку нефти марки «Юралс», плюс легкие сорта. Ну, если смотреть по соотношению, то до 70% это нефть «Юралс» и до 30% легкие сорта, которые доставлялись действительно из различных портов железнодорожным транспортом. Исключение было сделано, срока давности у него нет. С «Лукойлом» был подписан договор пятилетний на поставку 4 миллионов тонн нефти в год. Можно там в баррели пересчитать, тогда количество будет еще больше, порядка 30 миллионов баррелей. И, разумеется, прекращение вот этих поставок, причем без предупреждения со стороны Укртранснафты о том, что вот такой шаг будет предпринят, да, болезненно, да, была и политическая реакция, обращались правительства и Венгрии, и Словакии в Еврокомиссию с тем, чтобы она вмешалась. Еврокомиссия заявила, что она не в курсе событий, требуется время на то, чтобы разобраться. Вообще за это время Венгрия могла бы найти себе новых поставщиков, не российских. Ну, видимо, вот так же, как я сейчас говорил, забыв про слово «нероссийских», так венгерская компания МОЛ и услышали, найти других поставщиков. И, собственно говоря, насколько можно понять, именно это и произошло. Если есть проблемы с «Лукойлом», значит, нужно найти другую российскую компанию, которая сумеет договориться не только с разрешением на вывоз, но и с нашей транспортирующей компанией, что, собственно говоря, и было сделано. И если сравнивать июль этого года с июль и июнь, вот что происходило в эти месяцы, по данным Экспро, это европейская компания, которая наблюдает за трубопроводными нефтяными поставками, поставки в июне 540 тысяч тонн нефти, в июле 1,9 миллиона тонн, ну, то есть просто в 2 раза. Основная часть в июле пошла в Венгрию 430 тысяч тонн, в Словакию 340 тысяч тонн и 320 тысяч тонн в Чехию. Чехия, которая никакого участия в происходящем легком скандале не принимала. Это не интересы Чехии. Чешские заводы принадлежат польской компании. Вот такой европейский винегрет Польши, которая громче всех выступала за то, чтобы было немедленно введено эмбарго. Ну, в Польшу, да, не покупаем российскую нефть, а Чехия, но это же не мы. А то, что это одно и то же юридическое лицо, особо никто не заметил. То есть, судя по всему, вот этот кризис преодолен, найден новый поставщик, который сумел договориться
достаточно быстро с Транснефтью, и все проблемы аккуратненько ликвидированы. И все надежды на то, что этот скандал будет приобретать еще больше масштаб, Венгрия предпримет какие-нибудь радикальные шаги, прекратит поставлять электроэнергию или еще что-то в этом духе, все куда-то ушло в прошлое. Если вы попробуйте сейчас проследить за европейской прессой, за новостями от информационного холдинга ОБС, один Блумберг сказал, там ни слова про это больше нет. Был информационный повод и куда-то исчез. Проследить за ним не так просто, но вот скандал на самом деле на ровном месте и закончился. Можно ли считать, что к этому делу не причастен Лукойл? Уж нет ли у него каких-нибудь дочерних или внучатых компаний? Я на 146% уверен, что, конечно же, нет. Это абсолютно независимый поставщик, который умеет договориться за несколько дней с Транснефтью. Таких компаний в России полным-полно. Лукойл, единственный комментарий, который у него по этому поводу был, что он направит дополнительные объемы на экспорт морским путем. Больше он ничего не сообщал. Видимо, он не сумел зафрахтовать танкеры или что-то такое. Ну, в общем, у Лукойла своя лукойловская жизнь. Венгров и, соответственно, словаков можно поздравить с тем, что все-таки нашелся какой-то другой отчаянный поставщик. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Борис Леонидович, тут еще на этой же трубе сидит одна такая страна Польша. И тут оказалось, что желающих финансировать энергобезопасность Польши не нашлось. Ни польские, ни иностранные компании не пожелали вложиться в новую трубу, которая должна стать альтернативой для нефтепровода «Дружба», поставки по которому, кстати, были прекращены. Как вы это прокомментируете? Это та же дружба, но это северная ветка, которая идет через территорию Белоруссии, через территорию Польской Народной Республики до территории Германской Демократической Республики. Так это когда-то строилось. Сейчас это выглядит несколько иначе. Речь, насколько можно понять, я не очень понимаю, какую альтернативу они хотели выстраивать. Вероятнее всего, дополнительные мощности потребовались для загрузки немецкого завода в Шведте. Не было европейского эмбарго на трубопроводные поставки вот по этому маршруту. Польша и Германия добровольно отказались от этих поставок. И если у Польши проблемы более-менее решаются за счет достаточно мощного нефтеналивного порта в Гданьске, есть возможность получать нефть морем, были новости о том, что подписан не очень большой, но достаточно длительный контракт с норвежскими поставщиками. Там одно из месторождений дает нефть очень схожую по химическому составу с Urals. Были подписаны контракты и с Саудовской Аравией. У Саудовской Аравии есть возможность варьировать различные марки. Есть Arabian Light, есть Arabian Middle, то есть здесь есть Arabian Heavy. Варианты есть, и второй польский завод, если поставить компрессорные станции в обратном направлении, тоже можно запитать, то завод в Швеции, украденный Германией у компании «Роснефть», 54% акций завода в Швеции принадлежит именно компании «Роснефть», сейчас находится под управлением государства немецкого. Вот у них возникли проблемы. Завод рассчитан на переработку 12 миллионов тонн нефти, и возник сразу же вопрос, где теперь эти 12 миллионов тонн нефти набрать. Сразу же был подписан контракт на поставку казахской нефти, казахстанской, но там объем поставок в пределах 100 тысяч тонн в год. То есть 1,2 или 10% от того, что необходимо. Есть соединение между тем направлением, которое идет в Польшу, и с тем направлением, которое идет к Шведту. Но там мощность тоже небольшая, если смотреть по
тому, что дают немецкие издания, завод в Швейте работает, но где-то на 40-50% мощности. Соответственно, возникала мысль о том, что загрузить полностью завод можно за счет строительства дополнительного нефтепровода. Желающих не нашлось. С чем это связано, сказать сложно. Может быть, с тем, что очень бурно развивается Германия сама по себе, у нее прекрасные экономические показатели, и есть подозрение, что им столько нефти-то и уже и не требуется, уже и так хорошо. С одной стороны, с другой стороны, это означает, что проблемы у завода в Швеции будут продолжаться, а это, вероятнее всего, приведет к снижению стоимости его акций, и не исключено, что после того, как то, что сейчас находится в собственности Роснефти, перейдет в собственность какой-нибудь польской компании, вот не исключено, что как раз в этот момент обнаружится некто, кто желает построить этот дополнительный трубопровод. Дружба между Польшей и Германией длится веками. Страны очень любят, уважают друг друга и всегда приходят на выручку, если выручка вообще наблюдается хотя бы через микроскоп. Если выручки не наблюдается, тогда вот мы видим, что подрядчиков не найти. Там вроде бы небольшие расстояния, как это в Европе обычно водится, но проблема с землеотводом, не забываем, что самый дорогой товар Европы – это ее земля. И это только одна часть вопроса. Вторая проблема в связи со сменой логистики, то есть после исчезновения трубопроводных поставок из России любой другой вид транспорта будет обходиться дороже, никуда от этого не денешься. И сейчас с учетом той стоимости у нефти, которая получается для европейских потребителей, маржа при нефтепереработке снижается до минимума. И действительно большой какой-то выгоды получить от того, что ты перерабатываешь нефть и нефтепродукты распродаешь в Европе, становится все меньше и меньше. Мы видим, как растут поставки дизельного топлива из таких крупных нефтяных стран, как Индия, Турция. Если смотреть за турецкой статистикой, то, в принципе, все дизельное топливо, которое Турция производит, экспортируется в Европейский Союз. При этом на вопросы, на чем же, собственно говоря, в Турции автомобили движутся, янычары улыбаются и ответа не дают. Хорошее турецкое дизельное топливо, все в порядке. Достаточно занимательно выглядит и ситуация с поставками дизельного топлива из Индии. Индия не стала присоединяться ни к каким эмбарго. Был достаточно существенный дисконт от наших компаний сразу после введения эмбарго. Сейчас снизился до минимума. Но не стоит забывать, что у Роснефти там имеется небольшой заводик, компания Nayara Energy. Акции были приобретены на всю компанию. У компании есть и собственный нефтеналивной порт, то есть полный комплект. Небольшая сеть АЗС, что-то около 9 тысяч заправок. Для Индии это несущественно. Но, тем не менее, стартовали с 7 тысяч, потихонечку расширяют. Получается достаточно интересная комбинация. Вместо того, чтобы отвезти нефтепродукты напрямую в Европу, нефть доставляется в Индию, перерабатывается, дизельное топливо доставляется в обратном направлении. Но, по крайней мере, есть работа у моряков, работающих на нефтяных танкерах. Так что здесь ни на что жаловаться не приходится. Все в полном порядке. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, с учетом замедления YouTube, его возможной блокировки, подписывайтесь на наш Telegram Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании к данному ролику и закрепленному комментарию. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать нашу редакцию на этапе импортозамещения. Спасибо, до новых встреч. И мы, конечно, любим YouTube изо всех сил, но не забывайте, что наши ролики можно увидеть и на Рутубе, и на ВК-видео. Подписывайтесь. Там для того, чтобы крепко стоять на ногах, требуется большое количество и подписчиков, и просмотров. Если вам интересно, будем надеяться, что вы нас поддержите. Всем спасибо за внимание.